Никогда не стоит доверять мужчине, если он ведет себя так. Что же это за признаки, от которых нужно бежать, я расскажу в этом видео. Меня зовут Инна Беккер, я практический психолог. Начинаем прямо сейчас. Давайте же научимся отделять зерна от плевел. Мы все хотим находиться в отношениях с человеком, который имеет здоровую, взрослую психику, умеет самостоятельно справляться с собственными жизненными задачами, умеет управлять своими чувствами, знает и понимает свои границы и уважает границы других людей, умеет удовлетворять свои потребности без использования манипуляций и защит. С таким человеком можно построить отношения, в котором вам будет комфортно, безопасно и легко. Есть другие мужчины, с которыми такие отношения невозможны. Какие же типы мужчин мы сегодня с вами рассмотрим и на какое поведение вам нужно обратить свое пристальное внимание? Первый тип – это мужчина-контролер. На первых порах он может показаться очень внимательным и заботливым, но важно научиться сразу определять, где заканчивается забота и начинается контроль. В основе заботы – это такое внимание в действии. Всегда будут находиться положительные эмоции. В основе же контроля отсутствие доверия, тревога и неуверенность в себе. Признаками контролирующего поведения на начальном этапе знакомства может быть чрезмерное требование от вас отчета о вашем местоположении, о вашем времяпровождении, такие вопросы, как где ты, с кем ты. Второй признак – это мужчина занимает вокруг вас все пространство, все ваше внимание, он постоянно на связи. Даже если вы ему говорите о том, что во вторник у вас йога, а в пятницу вы встречаетесь с подругами, а в субботу у вас обед с родителями, именно в это время он начинает активно с вами общаться, переписываться или звонить. И не сомневайтесь, когда начнете с этим мужчиной встречаться, именно в эти дни он будет назначать вам свидание, заставляя вас делать странный выбор между ним и вашими увлечениями, между ним и вашей работой и вашими друзьями. Постепенно такой мужчина будет как будто бы отгораживать вас от вашего окружения и от ваших планов. Еще один признак: его настроение очень часто меняется. От эйфории до ярости проходит буквально несколько мгновений. Задает личные вопросы о ваших прошлых отношениях, особенно если они были травмирующими, он просит рассказать подробности. Этот мужчина не ваш психолог, и вам ни за что не стоит этого делать. Второй тип – это незрелая личность. По сути, это взрослый человек с незрелой психикой. Если для подростка это поведение считается более-менее нормальным, то для взрослого мужчины нет. Из-за неумения управлять собственными эмоциями он может взрываться, раздражаться и даже агрессировать по любому мелкому признаку. Например, вы отказались с ним встретиться, он может наговорить вам гадостей и позже начать извиняться. Не умеет напрямую, через просьбу или установление дружеского контакта получать то, что ему нужно. Он это делает через манипуляции или ложь. Часто не устроен в жизни, так как имеет трудности с постановками целей и выполнением обязательств. Это из тех мужчин, который очень много обещает, но ничего не делает. Потом он может оправдывать это тем, давя на жалость, что его бросила девушка, у него заболела бабушка, у него умерла собака. В общем, какие-то будут появляться истории, почему не произошло так, как должно было произойти, как он обещал, например. На уровне поведения незрелость может проявляться в разного рода зависимостях, в том числе в зависимости от отношений. Такой мужчина может годами сидеть на сайте знакомств. Если вы заметили эти признаки, но продолжаете общение, скорее всего, в вашем опыте нет примера здоровых отношений, а есть наоборот травмирующие или сложные с вашими бывшими партнерами или в вашей родительской семье. Вы просто не знаете, как выстраивать здоровую коммуникацию, у вас нет этого опыта, вы не знаете, как находиться там, в этих отношениях, что там делать, как вы там себя должны чувствовать. Но не переживайте, этому
можно и нужно научиться в контакте с человеком, который имеет опыт здорового взаимодействия, здоровых реакций. На моих личных консультациях мы прорабатываем эти моменты с клиентами для того, чтобы вы встретили здорового человека, не испортив все в самом начале, создали с ним долгие счастливые отношения. Записаться можно по ссылке в описании к этому видео. Если вы сталкиваетесь на начальных этапах знакомства с такими манипуляциями, как воспитание, тепло, холодно, ближе, дальше, это нарушение ваших личных границ. На моем канале есть это видео, и если вам будет интересно, перейдите по ссылке и посмотрите. Помните, что перед вами совсем незнакомый человек, как и вы для него. Вы только знакомитесь и познаете друг друга. И когда возникают мысли о том, что вы его как будто бы знаете, что вы с ним очень похожи, у вас много общего, или он похож на кого-то из ваших близких или вашего бывшего партнера, здесь может быть момент, что вы попали в ловушку прошлого опыта. Особенно если он был негативным, обратите на это внимание. Ведь здесь может проиграться в этих отношениях ваш прошлый сценарий. Очень легко все испортить на первых порах и не заметить того самого мужчину. Ведь он может показаться каким-то скучным, неинтересным, не таким напористым, не таким заинтересованным в вас, как вам бы хотелось. И устанавливая барьеры для мужчины, где главный приз, который нужно завоевать, это вы, а в такую игру, скорее всего, включатся мужчины, о которых я говорила выше. Психологически зрелый человек в это играть не будет. Какие же маркеры можно заметить, если вы уже идете на первое свидание? Вас не спросили, где вам комфортно и где вам удобно встретиться. Здоровый мужчина, который думает о вас, он всегда позаботится о том, чтобы вам было хорошо и приятно на первом свидании. Недостаточное внимание к вам. Например, мужчина не отлипает от своего телефона, продолжает что-то там писать, искать и так далее. Это выглядит очень неприятно. И если вы заметили такой признак, то сделайте вывод. Некорректное поведение к вам, странные комплименты, двусмысленные шутки по отношению к вам или к другим людям. Давление на вас. Например, человек навязчиво предлагает вам выпить или что-то съесть, то, что вы не любите или не хотите. Главным маркером будет то, что вам некомфортно и что-то не нравится. Не нужно терпеть, нужно сказать, что вы себя не очень хорошо чувствуете и завершить свидание. От первой встречи зависит многое. Именно ее, возможно, вы будете вспоминать, если ваша пара сложится. Хорошими союзниками на первом свидании будут для вас улыбка, ясная голова, активное слушание и, конечно же, внимание. Не нужно устраивать из свидания собеседование. Пускай оно будет легким. Дайте возможность мужчине проявить себя. Не задерживайтесь на свидании более 1,5 часов. Пускай после вас останется приятное послевкусие и желание встретиться вновь. Счастливые и здоровые отношения начинаются с вас. Позаботьтесь о себе, подготовьте себя к созданию здоровых отношений.